Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте немножко сегодня поговорим о таком прекрасном месте, которое называется Завидово. Вы знаете, Завидово хорошо. В Завидово хорошо отдыхать душой и телом. Классное место, я всем советую. Вот, давайте сегодня мы поговорим об местах, куда можно сходить в Завидово, кроме, скажем так, пляжей, фастфуда и так далее. Вот. В Завидово, конечно, очень много мест, куда стоит сходить, посмотреть. Ну, как в Завидово? В Макшино. Завидово это, конечно, это обширный район. Мы, скажем так, сейчас поговорим про Макшино. В Макшино сделали большой мост и маленький. Вот. Большой мост, это вот он находится вот здесь. Вот большой мост, его сделали еще в 2018 году, а до этого был старенький мостик. Вот. И сделали небольшой мост, скажем так, пешеходный и вело мост, он находится вот здесь вот. Слава богу, что его сделали, потому что, допустим, добираться до Редисона очень было, конечно, тяжело и сложно. Приходилось, скажем так, пешком или на велосипеде с Макшино по вот этой вот дороге ехать вот так вот и аж вот так вот. Сейчас, короче, путь сократился, ну, где-то в 2 раза. Мы, допустим, с Макшино едем сюда и через мост буквально таки там 15-20 минут и находимся в Редисоне. Рядом с Редисоном у нас находится такое интересное место, которое называется Безбородовское охотхозяйство. Вот это Безбородовское охотхозяйство, вы знаете, честно говоря, мы катались, ходили, гуляли и случайно забрели в него, в это Безбородовское охотничье хозяйство. Вот. Я когда туда приехал, вы знаете, у меня такое чувство было, как будто я попал в какую-то сказку. Вот знаете, вот есть вот сказки, там всякие разные, где там дремучий лес, там вот это ветки висят над дорогой, ну и все в таком духе. Довольно-таки прикольное место. Будете, конечно, в Завидово, обязательно сходите и посмотрите на это место. Там, конечно, оно такое более или менее благоустроенное. Но оно, конечно, не предназначено, скажем так, для туристов там и так далее. Оно такое обособленное место. Вот, там живут люди в этом охотничьем хозяйстве. То есть, как бы там дома такие, типа сталинки или хрущевки. Вот, они пятиэтажные, и они довольно-таки уже древние. Но, несмотря на это, люди живут и радуются жизни. А вы знаете, я, честно говоря, тоже бы жил бы и радовался жизни, потому что там, вы знаете, там лес, там просто вот это вот охотничье хозяйство, оно просто в лесу находится. Вот просто там вот ты вышел, допустим, с подъезда, раз, там 3 метра пошел и дерево. Вот, так что вот так вот, довольно-таки прикольное место. Вот. Мы как туда попали? Мы катались, вот туда-сюда катались и, короче, докатались до такой степени, что приехали туда. Вот. Тут, значит, в этом охотничьем хозяйстве, кроме вот жилых домов, вот смотрите, видите, вот жилые дома, здесь есть типа своя администрация. Если я не ошибаюсь, то это вот или вот это вот здание. И вы знаете, оно довольно-таки прикольное. Оно такое одноэтажное здание. И ты когда вот подходишь к нему и смотришь на него, такое впечатление, как будто ты сел на машину времени и переместился во времени. Где-то в года 50-е, 60-е прошлого столетия. Вот. Как добраться туда? Добраться, в принципе, к этому охотничьему хозяйству довольно-таки просто. Ничего там такого сложного нету. Можно, в принципе, 2 путями туда добраться. Первый путь, он довольно-таки простой. Вот, допустим, вы находитесь в Макшино, да? Вот, выезжаете на трассу М10. М10 трасса вот у нас вот пошла на север, на Тверь, вот, и едете на север в сторону Твери. Едете, доезжаете, значит, до Безбородова,
Вот, у нас, значит, вот это вот селение, поселок, деревня Безбородова. И поворачиваете направо, в правую сторону. Вот, и по этой дороге едете и приезжаете в Безбородовское охотничье хозяйство. Пока выговоришь, блин, язык заплетется. Вот, и туда вы, короче, приедете. Вот, там походите, погуляйте, посмотрите. Вот, но имейте в виду, что, скажем так, это хозяйство, оно находится в лесу, и в определенные промежутки времени там, конечно, много комаров. Комаров, конечно, там бывает много, и если вы в ненужное время приедете, то вы будете отличная пища для комаров. Вы знаете, комары будут очень рады, что вы приехали. Так что вот так вот. Также туда можно добраться еще и другим путем. То есть, вы знаете, что первый вариант, что второй вариант, он, конечно, по, скажем так, продолжительности и по расстоянию он одинаковый. Вот, можно, значит, смотрите, вот Макшино у нас, да, выезжаете на пляж. Вот пляж у нас. Вот, на реке Дойбица. Вот, выезжайте на пляж и поворачивайте, скажем так, на вот эту дорогу. Вот эта дорога, которая идет вдоль реки Дойбица с левой стороны. Там сейчас, значит, асфальтированную дорогу сделали, довольно-таки хорошую. Но это, естественно, дорога не для машин. Это дорога для пешеходов и для велотуристов. И еще бы, я бы сказал, для электросамоката туристов. Вот так вот. Потому что там очень много электросамокатов. У нас у самих есть электросамокат. Довольно-таки классная штука. Вот. И, значит, по вот этой бетонной дороге едете и доезжаете до моста. Вот этот вот мост, который построили недавно в направлении Рэдисона, который нас просто фантастически спасает. Вот. Вы, короче, к мосту подъезжаете и идете чуть дальше, вот по вот этой дорожечке, вот эта дорожечка, и поворачиваете налево в лес. Там, в принципе, пешеходы и, скажем так, велотуристы могут проехать. Вот, они могут проехать, вот, пройти и добраться до Безбородовского охотничьего хозяйства. Ну, если вам вообще захочется погулять, то, в принципе, можете повернуть не здесь налево, а можете пройтись чуть дальше и повернуть здесь налево. То есть, и вы все равно попадете в Безбородовское охотничье хозяйство. Так что, вот так вот, такое место, довольно-таки интересное. Будете в Макшино, обязательно заходите туда, посмотрите. Вот, очень прикольно и классно. Так что вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.